Всем здравствуйте! Многие из вас ежедневно проходят по улицам Гродно, даже не подозревая, какие события происходили на этих улицах в нашем городе. В этом видео я собрала подборку улиц нашего города со словом «самое». Самая длинная, самая короткая, самая тихая и самая туристическая. В общем, вы все увидите сами. Улица Дзержинского – одна из главных магистралей нашего города и является на сегодняшний день самой длинной улицей. Ее протяженность 4 километра 133 метра. Сформировалась она согласно проектным планам в 1765-1785 годах и имела за всю свою долгую историю разные названия и протяженность. Это сегодня название Дзержинского, полученное ею в январе 1940 года, известно всем горожанам, и мы четко представляем, где она находится. А когда-то, когда она складывалась из разных отрезков, то, соответственно, и названия были разные. Поди все выучи, где и что находилось. Начинается улица от нулевого километра, от перекрестка Социалистической и Ожешка. Безусловно, за всю историю здесь происходило немало исторических событий. Например, до 1938 года на этой улице стояла Александро-Невская церковь. Здесь сохранились старые металлические пролеты моста, который в 1869 году именовался Александровский в честь Александро-Невской церкви. Церковь стояла как раз в районе перекрестка, ее построили православные верующие на пожертвования, собранные в честь чудесного спасения императора Александра в 1866 году. Вот где-то вот примерно здесь она была. И церковь построена в 1870-е годы, а в 1938 ее разобрали под предлогом переноса в другое место, якобы мешало проезду, а так новую и не построили. Рядом с театром кукол, здесь, на этом месте, тоже был интересный дом. Назывался так называемый дом Вериона. Он стоял рядышком с остановкой, и с ним была связана немного анекдотическая история. У дома была хозяйка Флорентина де Верион. Она была очень почитаемой в Гродно общественной деятельницей. И, среди прочего, она активно работала в обществе опеки над заключенными, который назывался патронат, и опекала их в гродненской тюрьме. Так вот, существует легенда, что однажды во время отсутствия хозяйки ее дом обокрали. О чем в следующий раз, навещая тюрьму, она пожаловалась узникам, которых опекала. Всего через несколько дней неизвестные вернули все украденное с запиской с извинениями. Вот здесь на фотографии как раз виден угол этого дома, который стоял рядом с театром. Или вот еще интересный факт, что рядом со школой в довоенное время находилась спортивная площадка спортивного клуба «Кресовия». И здесь проходили волейбольные и баскетбольные матчи, а зимой хоккейные поединки. И был также городской каток. Любимый гродненцами театр кукол тоже стоит на улице Дзержинского. Театр построен в промежутке между 1784 и 1793 годом. Здание изначально строилось как театральное, и его еще нередко называют театром Тайзенгауза. Однако это ошибочно, так как оно было построено после отставки магната. А во времена Тайзенгауза площадкой для театральных постановок служил один из залов его дворца, который располагался неподалеку здесь в парке. Сейчас на этом месте стела героям и вечный огонь. Сохранившееся здание театра было построено племянником короля Понятовского, который стал управляющим королевскими экономиями после отставки Антония Тайзенгауза. Как я уже сказала, улица имеет протяженность более 4 километров и заканчивается аж за нефтебазой, где были остатки земляных валов оборонительного форта номер 6 Гродненской крепости 1887-1892 годов. К слову сказать, я тоже живу на улице Дзержинского, рядом с мини-рынком. Вот такая она, в том числе и моя улица Дзержинского. Самая короткая улица города Гродно – это 11 липеня. Когда-то здесь был целый жилой квартал, состоящий из 2 десятков кирпичных домов. Большинство из них снесли, но 2 дома, номер 10 и номер 18, остались. Это мало того, что самая маленькая улица в центре, так еще и носит свое название уже более 80 лет.
И почему же так вышло? Но это почти анекдот. Во-первых, улице дали название в 1940 году, когда переименовывали почти все улицы нашего города, и она стала называться 11 липеня, в честь дня, когда в 1920 году Красная Армия освободила Минск от польских войск во время Советско-польской войны. Липень по-белорусски – июль, и улица 11 июля, соответственно, если перевести на русский язык. Но была и вторая волна, скажем так, переименований в 1990-х годах. Тогда рядом стоящая улица Олега Кошевого стала называться Большой Троицкой, например. И вот улицу 11 липеня тоже должна была постигнуть участь быть переименованной. Но человек, который занимался трассировкой улиц, не знал белорусского и в цифре 11 увидел букву «П», у которой стерлась черточка. Помните, тогда еще названия печатались на машинках, и 11 можно было легко принять за букву «П». Так вот, он решил, что это улица какого-то революционера, П. Липеня, и название осталось. Даже повесили табличку, и она несколько лет провисела, как помнят старожилы города Гродно. Потом, конечно, разобрались, табличку убрали и вернули, скажем так, прежнее название – 11 липеня. Вот такая интересная история. Самая тихая улица в центре города – это, конечно же, Мопровская. Уверена, многие даже не сразу скажут, где она находится. А ведь это самый что ни на есть центр города. Вот смотрите, до пешеходной Советской около минуты ходьбы. Но так как она как бы на отшибе из-за того, что нависает над оврагом к речке Гродничанки, то и сквозного проезда и надобности здесь проходить постоянно для пешеходов нет. Почему такое странное название – Мопровская? Это аббревиатура. МОПР переводится как Международная организация помощи борцам революции. Это была коммунистическая благотворительная организация. Была создана в 1922 году решением 4-го Конгресса Коминтерна в качестве коммунистического аналога Красному Кресту. И МОПР, имея отделение в десятках стран мира, оказывал денежную и материальную помощь осужденным революционерам. Организация выпускала для своих членов нагрудные знаки, участники МОПР платили членские взносы, и в международном масштабе МОПР действовал до Второй мировой войны. Советская секция МОПР работала до 1948 года. В Советском Союзе по каналам МОПР эмигрировало около 9 тысяч революционеров из разных стран. Каково, а? Лично я считаю такие названия просто необходимо сохранять. Это же прямо песня. Если такую улицу переименовать, то и вся эта история канет в лету. А по-моему, в этом что-то есть. А как вы считаете? Напишите свое мнение в комментариях под видео. Самая переименованная улица – это, конечно же, Социалистическая. За всю историю ее название меняли более 30 раз. Наименование «Социалистическая» она получила в январе 1940 года. Изначально «Социалистическая» называлась именем великого князя Витовта. Позже ее переименовали в Почтовую. Всего до 1940 года улицу переименовывали, как я уже сказала, более 30 раз. Среди названий, которые носила улица, были и такие: Басняцкая, Новиковская, Кузнечный переулок, Гороховая, Дровяная, Почтовая, Банковая, переулок Базарный, Постштрассе, Базарштрассе, Курган, Почтова, Банкова, Витольдова, улица генерала Орлич-Дрошера, Дензергерштрассе, Мартинштрассе, Оттоштрассе. Господь, как выговорить, но я вроде справилась. Улица также имеет свои секреты и истории. Например, в здании когда-то посменной школы, сейчас это детская художественная школа, располагался дворец Сангушек. И в конце 70-х годов XVIII века в нем находился кадетский корпус, основанный Антонием Тизенгаузом. А в XIX веке в доме номер 17 был отель «Метрополь». Но самые красивые дома на этой улице – это, безусловно, конечно же, дом с якорями и дом с лилиями. Дом с якорями был построен в 1905 году и известен также как дом Швейцара. В 1920-м тут работала амбулатория, и почти все годы своего существования это здание имело медицинскую направленность. С ноября 1944-го туберкулезная больница и диспансер,
С 1961 областной кожвендиспансер, а затем отделение родильного дома. Сейчас здесь Центр социального обслуживания населения Ленинского района города Гродно. Почему на здании изображены барельефы якорей? Доподлинно неизвестно, но якорь относится к числу традиционных христианских символов и является знаком безопасности, устойчивости и надежды на спасение. В христианстве вера дает силу пережить невзгоды. В Писании святой Павел говорит: надежда, которая для души, как бы является ее якорем. Возможно, этим принципом и руководствовался первый хозяин дома швейцар. Кто знает. Дом напротив – это один из самых красивых домов на Социалистической. Дом с лилиями. Социалистическая, 44. Его еще называют дом Крейцера. Построен он был в начале 20 века, и первый хозяин, Владимир Крейцер, построил дом для себя. На втором этаже он жил с семьей, а на первом был магазин, в котором, среди прочего, продавались музыкальные инструменты. Именно поэтому на фасаде дома изображена лира. Первый хозяин дома сам согласовывал дизайн здания, и долгие годы в этом доме располагались различные организации, от спирт-треста до обувного магазина и аптеки, пока здание не выкупил банк. И проект отреставрированного дома 11 ноября 2017 года был отмечен дипломом первой степени на 18-м республиканском конкурсе лучших архитектурных произведений в номинации «Реставрация памятников архитектуры и других объектов, имеющих научного руководителя». Так что вот такая она, социалистическая. Ну а теперь самая туристическая улица нашего города, это, конечно же, пешеходная улица Советская. Только, вы знаете, что мне не очень нравится. Я знаю, как сделать лучше. Но ведь так же гораздо лучше, правда? Итак, самая туристическая улица нашего города – это, конечно же, Советская. Ее протяженность всего 500 метров, да и пешеходная она была не всегда. Движение транспорта по ней было запрещено решением горисполкома от 31 мая 1972 года. А до этого тут были и автобусные остановки, и вовсю ездил транспорт. Улицу даже собирались расширить. Согласно генерального плана 1949 года, вместо узких улиц в городе должны были быть широкие проспекты, и Советскую собирались расширить с 14 метров до 30. Для этого планировали снести всю четную сторону. Выстроенные на Советской дом профсоюзов и универмаг дают нам представление о том, как должна была выглядеть эта красная линия нового проекта. Но хорошо, что этого не случилось, и, сохранив историческую застройку в центре, именно этим знаменит так город Гродно среди туристов. Ведь такая красота привлекает и придает ту атмосферу старого города, которую, увы, утратили многие города Беларуси. В 1930-е годы началось мощение улицы знаменитой гродненской бетонно-гранитной брусчаткой. Правда, продвигалось дело не так быстро, как происходит у нас сейчас. Тогда брусчатку начали укладывать в 1935-м, а в 1938-м возмущенные горожане уже активно критиковали сроки работ и просили власти ускориться, о чем активно писала пресса тех лет. Улица Советская получила свое название, угадайте когда? Правильно, в 1940 году. А до этого она называлась и Виленская, и Доминиканская, и Соборная. Были на ней и кинотеатры. В здании, где сейчас находится кафе «Коммунарка», был кинотеатр «Аполло». А вот здесь, где сейчас стоит пристройка стеклянная к ЦУМу, был кинотеатр «Спартак». А на месте торгового центра АБЦ в доме Чертка был кинотеатр «Электробиограф». Располагались здесь и довольно знаменитые по тем временам здания. По адресу Советская, 14 находилась больница и костел Святого Духа, основанные еще во времена королевы Бонны Сфорца. После многочисленных перестроек он, конечно же, уже утратил все былые черты, а проектировщиков и реставраторов лишь по-прежнему удивляет толщина стен этого дома. Как будете проходить, загляните в окно. Толщина стены более метра. Ну так, навскидку могу сказать, 1,30 м, 1,40 м. И это неудивительно, потому что это здание стоит на фундаменте, построенном еще на фундацию королевы Бонны от 9 октября 1551 года. Здание по адресу Советская, 10 – это бывший дворец Сапег, построенный в 1795 году, а Советская, 1 –
это дворец Сангушек. Так что улица Советская имеет не только привлекательный для туристов и любителей вечернего променада вид, но и богатую и порой очень даже древнюю историю. Город красив и днем, и обладает той волшебной атмосферой вечернего предновогоднего города, которую придают новогодние и рождественские украшения зданий и магазинов. Так что прогуляться в вечернее время – то еще удовольствие. Надеюсь, вам понравилось видео, было интересно, а местами даже полезно. Если так, ставьте лайк, это ваше маленькое спасибо мне. Пишите комментарии, что вам нравится в городе больше всего и какие улицы предпочитаете для прогулок и маршрутов вы. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!